Как понять, чего хочет добиться Путин? Он всегда говорит о своих целях открыто. Конечно, если слушать его, а не толкователей. Говорит давно и последовательно. И сейчас самое время его услышать. Мы все знаем, что после окончания Холодной войны, все это знают, в мире возник единственный центр доминирования. И тогда у тех, кто оказался на вершине этой пирамиды, возник соблазн думать, что если они такие сильные и исключительные, то лучше всех знают, что делать. После распада Советского Союза Запад решил, что миру, всем нам навсегда придется мириться с его диктатом. Тогда, в 1991 году, Запад рассчитывал, что Россия от таких потрясений уже не оправится и дальше развалится сама по себе. Да, это почти и произошло. Мы же помним 90-е, страшные 90-е годы, голодные, холодные и безнадежные. Но Россия устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла свое достойное место в мире. При этом Запад все это время искал и продолжает искать новый шанс ударить по нам, ослабить и развалить Россию, о чем всегда мечтали, раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание. Им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке. Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата. Собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона. До богатств России Запад сумел дорваться, все-таки сумел дорваться в конце 20 века, когда государство было разрушено. Тогда нас называли и друзьями, и партнерами, а на самом деле относились как к колонии. Из страны выкачали триллионы долларов по самым разным схемам. Мы это все помним, ничего не забыли. Диктат США строится на грубой силе, на кулачном праве. Бывает красиво обернуто, бывает без всякой обертки, но суть одна и та же – кулачное право. Но на что хотел бы обратить внимание? Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Не случайно упомянул наших американских друзей, так как они впрямую или из-за кулис всегда влияют на наши отношения с соседями. Иногда даже не знаешь, с кем лучше разговаривать. С правительствами некоторых государств или напрямую с их американскими покровителями и спонсорами. Самое главное условие восстановления нормальных отношений – это уважение к России и уважение ее интересов. Я уже тоже говорил на одной из линий, некоторым крупным державам, супердержавам, которые претендуют на свою исключительность и считают себя единственным центром силы в мире, им союзники не нужны, им вассалы нужны. Имею в виду США. Россия в такой системе отношений существовать не может. Мир вступил в период революционных трансформаций. Они носят фундаментальный характер. Формируются новые центры развития. Они представляют большинство мирового сообщества и готовы не только заявлять о своих интересах, но и защищать их. И в многополярности видят возможность укрепить свой суверенитет, а значит обрести истинную свободу, историческую перспективу. Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Считаю, что пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России. Приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Это означает, что буквально следующее. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции.
Знаю, что поддержку парламентариев, общественных объединений и граждан получили предложения, связанные с укреплением суверенитета России, с повышением роли нашей Конституции в отечественной правовой системе. Чрезвычайно важно, и здесь хочу заверить вас, мы ничем не будем отличаться от других государств мира, которые уже давно приняли такие решения и прямо, и без всяких обиняков, без всякого стеснения прописали, что на территории их страны действует все, что не противоречит их основному закону. Приоритет должен быть нашей Конституции. И это не только наша с вами позиция, и практически во всех странах мира это применяется. Вот недавние решения властей Великобритании как раз об этом и говорят. Что бы там ни принималось, а если не соответствуют эти решения Конституции Великобритании, они не применяются на территории. Ну и это мы так должны поступать. Конечно, мы должны исполнять свои международные обязательства, это ясно, но все-таки приоритет Конституции, он должен быть безусловным. 15 января 2020 года Владимир Владимирович Путин предложил закрепить безусловный приоритет Конституции в юрисдикции России. Это невозможно сделать без изменения статьи 15, часть 4. Идея ее изменения была зарублена на взлете, поэтому прошли менее важные поправки, не меняющие основы конституционного строя. Но в 2020-м случилось главное – массовое прямое волеизъявление народа. Оно дало мандат Владимиру Владимировичу на дальнейшую борьбу за суверенитет России. Не должно быть так, что мы с вами сказали что-то в публичную сферу, а потом все это повисло. Люди ждут, и ничего не происходит. Ни в коем случае нельзя этого допускать. В этой связи подчеркну, что поправки Конституции, принятые в 2020 году, не только укрепили позиции и влияние парламента, а это очевидно совершенно, просто очевидно. Мы укрепили наш парламентаризм, но и создали условия для дальнейшего формирования независимого, суверенного законодательства России, для развития национальной юрисдикции без поучений и вмешательства любых внешних сил. Именно народ, и только народ России, является источником власти в нашей стране. А российский ЦБ, его политика? Центральный банк проводит очень взвешенную монетарную политику, и это находит понимание и поддержку у международных финансовых организаций, в том числе со стороны МВФ. Мы в контакте с госпожой Лагард, с другими коллегами из МВФ. Мы их информируем о том, что мы делаем, слушаем их рекомендации. Вот. И мне хорошо известно, как руководство МВФ оценивает политику Центрального банка России. Оценивают положительно. Действительно, у нас Центральный банк в соответствии с законом и с общемировой практикой. Это независимая структура, которая в своей основной деятельности не подконтрольна правительству, действует исключительно самостоятельно. Значит, теперь по поводу власти в одних руках. У нас разделение властей. Есть исполнительная, законодательная, судебная. Ясно, что в каждой стране, на каждом этапе ее развития существуют определенные нюансы, связанные с полномочиями этих властей. Мы будем стремиться к тому, чтобы они работали раздельно, чтобы страна была сплоченной, эффективной, устремленной вперед. И в конечном итоге выбор организации общества и государства будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете. Обращаю ваше внимание, что государственные органы смотрят на это со стороны, но хорошо это или плохо, но с точки зрения либеральных ценностей, наверное, хорошо. Мы не вмешиваемся в редакционную политику даже государственных каналов. И, к сожалению, мы видим то, что видим. А мы гордимся тем, что в 20 веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народам мира возможности для развития. Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, им нужно во что бы то ни стало сломать Россию. Другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы еще больше грабить чужие богатства и за этот счет закрывать, затыкать свои дыры.
Если этого не случится, не исключаю, что они попытаются и вовсе довести систему до коллапса, на который все можно будет свалить. Или, не дай бог, решат воспользоваться известной формулой. Война все спишет. Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает все, чтобы привести в чувство такие горячие головы. Всегда при принятии любых решений нужно вычленять главное. Что для нас главное? Быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее и сейчас, и будущим поколениям. Или иметь упаковку сегодня. Если у нас не будет суверенитета, у нас в недалеком будущем мы будем все покупать и будем производить только нефть, газ, пеньку, седла и продавать кругляк за границу. Это неизбежно. Я уже говорил об этом в своем выступлении. Только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее. Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном счете обречена. Но повторю, что ее реальные хозяева будут до конца цепляться за нее. Им просто нечего предложить миру, кроме сохранения все той же системы грабежа и рэкета. По сути, они плюют на естественное право миллиардов людей, большей части человечества, на свободу и справедливость, на то, чтобы самостоятельно определять свое будущее, за то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Убежден, страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна, что мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю, как прежде уже не будет. Сегодня нам нужна консолидация всего общества. И в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Она не идеологизированная. Это не связано с деятельностью какой-то партии или какой-то страты в обществе. Это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более эффективной, понимая под этим нечто аморфное, как еще в советское время было, так, что вот эта давленка такая со стороны государства, сначала страна, а потом неизвестно кто. Страна — это люди, и другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо. Патриотизм от слова «патрия» – «отечество». Отечество – это территории и народ, живущий на них свободно по своим правилам. Поэтому самая главная война за Отечество. Поэтому самый сильный призыв за свободу и независимость Отечества. Для нас безусловной ценностью является обеспечение государственного суверенитета и сохранение национальной идентичности. Нам важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять все то, что определяет экономическую самостоятельность страны, ее финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость. Правила содержания нового миропорядка будут задавать именно сильные, суверенные государства. Кто не двигается по уже намеченной кем-то траектории. Только сильные государства и суверенные могут сказать свое слово в этом миропорядке, нарождающемся вновь. Или обречены на то, чтобы стать или остаться бесправной колонией. Необходимо стремиться идти вперед, меняться, чувствовать дыхание времени и проявлять для этого национальную волю и решимость. Россия входит в наступающую эпоху мощной, суверенной страной. Мы обязательно используем новые колоссальные возможности, которые открывает перед нами время.
и станем еще сильнее. У нас много единомышленников, и мы чувствуем, мы видим их поддержку. Внутри самых разных стран и обществ уже развивается по своему характеру освободительное, антиколониальное движение против однополярной гегемонии. Его субъектность только будет нарастать. Именно эта сила будет определять будущую геополитическую реальность. Уважаемые друзья, сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь, прежде всего для нас самих, для России. Мы много раз об этом заявляли, могу еще раз подтвердить. Представление о многополярности и о мире таково, что мир должен быть гораздо более справедливым, мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Господа Бога на земле, а может быть даже выше, и основывает всю свою политику на своей якобы исключительности. Нужно уважать интересы других стран, относиться как к равным, вне зависимости от величины территории, объемов ВВП, либо наличия современного оружия в армиях той или другой страны. Основываться нужно на принципах международного права, а не на каких-то правилах, которые сами кто-то под себя придумывает. Вот в этом и состоит справедливость, и в этом и заключается стабильность мирового порядка. Вот мы из этого всегда исходили, из этого и будем исходить, и будем бороться за свой суверенитет. А что же касается заявления Соединенных Штатов Америки, да и других стран, они должны себя спросить, почему к ним не обращаются. И вообще пускай покажут хотя бы одну страну, которая к ним обратилась, но потом не потеряла свою государственность или стала процветающей. Найдите эту страну. Наверное, до сегодняшнего дня жалеют многие, кто себя связал с Соединенными Штатами Америки, в результате потерял и страну, экономику, и одни проблемы пришли. В мире 21 века на фоне новой расстановки экономических, цивилизационных, военных сил Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную идентичность. Не растерять себя как нация, быть и оставаться Россией. Именно в гражданской ответственности, в патриотизме вижу консолидирующую базу нашей политики. Уже говорил об этом не раз, хочу вновь подчеркнуть. Чтобы Россия была суверенной и сильной, нас должно быть больше, и мы должны быть лучше. Важнейшая составляющая суверенитета – это ответственное, деятельное и национально мыслящее, национально ориентированное гражданское общество. Убежден, чтобы быть сильными, независимыми, конкурентоспособными, нам нужно совершенствовать, делать более справедливыми и открытыми механизмы участия граждан в жизни страны, в том числе и механизмы народовластия, прямой демократии, участия людей в решении важнейших для общества и для граждан проблем. Любовь к родине – одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающие для страны моменты. Такая сплоченность людей дорогого стоит. Гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы. Уверенно пройдет через все испытания. Так было всегда, так будет и сейчас. Владимир Владимирович более 20 лет ведет страну к суверенитету. Он говорит о нем постоянно, в последний год практически в каждом своем выступлении. Но добиться этой цели может только народ, единственный источник власти в стране. Пока народ не потребует свободы и независимости Отечества, которых он лишился в 91 и 93 годах, проиграв холодную войну, мы так и будем оставаться провинцией однополярного мира, единственного гегемона США. А Путин? Что Путин? Он такой же человек, как и вы. Просто у него есть цель. Чтобы народ взял на себя ответственность за страну и потребовал свободы. А народ – это вы, дорогой зритель. И он всегда обращается к вам. Мы любим Россию! Конечно, мы любим Россию. И таких, как мы, людей, разделяющих наши взгляды, не десятки тысяч.
Нас десятки миллионов людей в России. Нас больше, чем 140 тысяч человек, 140 миллионов человек. Но мы хотим, чтобы нас было больше. Мы хотим, чтобы у нас было больше детей в России, чтобы они были здоровы, чтобы получали хорошее образование, а потом и достойную работу. И мы все вместе готовы работать на благо нашей великой Родины. Готовы не только работать, но и защищать ее. Защищать ее во всех времена и всегда. Мы не допустим, чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела. Мы не допустим, чтобы кто-нибудь навязывал нам свою волю. Потому что у нас с вами есть своя воля. Она всегда помогала нам во все времена побеждать. Мы с вами народ-победитель. Это у нас в генах, в нашем генном коде. Это передается у нас из поколения в поколение. Мы и сейчас победим. И я вас хочу спросить, мы победим? Я мечтаю о том, чтобы каждый человек в нашей стране, и большой начальник, и рядовой гражданин, жили по правде, по совести. И это сделает нас намного сильнее. Я мечтаю о том, чтобы в душе каждого человека была надежда. Надежда на лучшую долю и на счастье. Я мечтаю, чтобы все мы были счастливы. Каждый из нас. Но как это сделать? Главное, чтобы мы были вместе. Мы — это многонациональный, но единый и могучий российский народ. Я хочу вам сказать, что мы никого не отталкиваем. Мы никого не шельмуем и не цепляем. Наоборот, мы призываем всех объединиться вокруг нашей страны. Конечно, всех тех, кто считает нашу Россию своей собственной родиной, кто готов беречь ее, дорожить ею и кто верит в нее. И мы просим всех, мы просим всех не заглядывать за бугор, не бегать налево, на сторону и не изменять своей родине, а быть вместе с нами, работать на нее и на ее народ. И любить ее так, как мы, всем сердцем. Битва за Россию продолжается. Победа будет за нами! Услышьте президента. Покажите, что вам нужна свобода и независимость вашего Отечества. Подпишите иск за правовую оценку событий 1991 года, которые лишили нас суверенитета и разрушили наше общее Отечество, где с тех пор полыхает война. Открыто называйте врага по имени – США. Требуйте завершения конституционной реформы и суверенитета страны. Требуйте восстановления своего личного права жить в мире и просто жить. Присоединиться к иску – лучший способ поддержать президента и добиться справедливости.